Всем привет! Сегодня будем готовить холодец. Значит, вот две ноги такие купила. Такая, такая. Будет много коллагена натурального. Он очень полезный. Вообще холодец полезная вещь. Для суставов коллаген. И вот такие две. Сейчас я их помою. Значит, беру большую кастрюлю я. Больше у меня кастрюли нет. И помытые такие вот у меня ноги. Такие. В Украине на такое говорят ратиця. Смешное слово. Вот так, значит. И заливаем водой. Вот залила я водой. И ставлю варить. Так будет появляться пена, которую надо собирать вот так вот, и я снимаю. Это вообще надо делать шумовкой, которую я всегда забываю купить. И всегда, как говорю, суп, холодец, я вспоминаю, я опять не купила шумовку. Ну ничего, можно и ложкой. Вот так. И вот так вот постоянно снимаем эту пену. Стою я, снимаю пену ложкой и думаю, он бы кто-то подписался. Подписывайтесь на мой канал. Вот начала кипеть. Я уже пену поснимала. Я сюда в бульон добавлю перец горошком душистый, добавлю такой кольровый перец. Цветного перца. 2. Теперь лавровый лист. Пару листков. 2. И у меня есть, я делала, что я готовила, у меня осталось полцибули. Такая классная для цибули, для лука и для лимона у меня еще есть. Сейчас покажу. О, такой половинка лимона всегда остается у кого-то, точно так же, как лук. Удобная очень штука, и так стоит в холодильнике. И вот так я чуть подрежу, чтобы вот так сок. На половинку вот так разрезала. Бросаю туда лук. И закрываю. И так я буду варить на медленном огне, на очень маленьком огне. Часа 4-5. Оставим на 4, потом посмотрим. Такие коробочки я купила в ТК Максе. Там еще были для авокадо. Такая авокадка, но у меня как-то половина авокадо никогда не держится. Поэтому лимон и лук очень, кстати, классная вещь. Вот так кипит уже 3 часа. И я все-таки смотрю, как хорошо уже поразваривалась, то есть. И теперь я добавлю еще 3 вот такие ножки куриные. Вот. Раз. 2. Потому что там эти копыта, там мяса нет, они нужны только для коллагена. Желатин добавлять не будем. И вот так с этими ножками я еще проварю часик. Значит, прошло 4 часа. 3 часа я варила вот эти ноги свиные и часик вот куриные. Сейчас я это вытащу мясо и покажу дальше. Значит, вот я выняла мясо. Тут и курица, и вот наша нога. Сейчас я
опять вот слила бульон, еще раз его процежу через сито. Вот, значит, бульон у меня в этой кастрюле. 2 раза я его процедила. Теперь добавляем в него соль. Я потом буду добавлять по вкусу, там, столовую ложку. Бульон должен быть, потом, когда будем пробовать, такой солоноватый, и перца, ну и перчика будем. Очень насыщенный, потому что потом в холодце он будет как раз хороший вкус. Должен хорошо чувствоваться и соль, и перец. Значит, вот у меня такая досточка, начинаем разбирать мясо. Я в такую миску буду все складывать, потом, в общем, вот так я нарезаю. 4 часа варилось все мясо в сумме. Вот я выбираю мясо, вот этот жир я не кладу. Вот такой вот я ложу. Ну и вот это такой чуть-чуть шкурки, вот этот жир я убираю. Такой шкурки чуть-чуть, совсем чуть-чуть я порежу. И вот так меленько я буду нарезать. Сейчас покажу курицу. Курицу я тоже шкурку не беру. Вот так счищаю мясо. Такие вот жилы тоже нет. Все, чтобы было красиво и приятно. И вот так. Вот так я буду сейчас все это нарезать и отправлять вот в эту миску. Вот я разобрала мясо. Теперь перемешиваю. Жир я не добавляла, но шкурку так очищенную чуть-чуть. Да, потому что там много калорий. Теперь сюда добавляем чеснок. Кто сколько любит. Я люблю, чтобы был запах чеснока. Так, добавляем чеснок. Вот это все перемешиваем. Мясо с чесноком. Везде было одинаково чеснока. И курицы, и мясо. Равномерно. Один лайфхак, когда класть мясо и заливать бульон этот, не должно быть, не дай бог, никуда не капнуть вода в тарелочке, потому что холодец не застынет. Все, перемешано у нас мясо с чесноком. Теперь такие у меня тарелочки. Положу я вот так вот по веточке укропа на дно. Красиво, можно петрушки, можно отварить яйцо, красиво порезать кружочком или цветочком, например. Потом покажу для чего. Так. Теперь сюда аккуратно засыпаем мясо. Наш укроп не нарушить. Так, вроде бы одинаково. Получилось. Вот. Теперь сюда заливаем наш бульон. Значит, заливаем. Вот так размешиваю, потому что перец на дне.
Потом добавлю. Ну, как говорится, все не влезет. Вот. Теперь, значит, пусть оно у меня пока перед холодильником остывает вот здесь на столе. Ждем, пускай остынет. Достаем наш холодец. Как застыл, никакого желатина не было. Теперь берем ножик, берем тарелку. Вот так вот. Немножко по бокам. Ножиком. Тарелку. Оп. Вот такой красивый у нас получился холодец. Приятного аппетита!